Добрый день! Приступаем к вязанию уже следующей нашей части изделия. Связалась у меня и спинка, и перед. Теперь нам нужно наши детали соединить. У меня всего получилось в высоту 8 элементов, то есть 8 раз я повторяла наш узор. Плюс еще будет обвязочная кайма. Для проймы я решила пропустить 3 элемента. То есть на высоте 3 отступаю. И вот здесь вот сейчас вот в этом месте, на том же самом уровне, на том узоре, которым мы заканчивали вязание нашей тунички, я буду закреплять петлю и начнем соединять нашу туничку. Ввела я крючок насквозь вот в первую вот эту вот часть нашего вот этого обвязочного элемента, и теперь буду соединять детали. Соединять я буду их простыми столбиками без накида. Дело в том, что вот соединительными столбиками здесь будет не очень удобно соединяться, так как вот такие большие у нас идут провязки высокие. Если мы пойдем соединительными столбиками, то изделие будет просто уходить под низ. Поэтому я для себя приняла решение вот так. Где вот эта вот большая арочка у нас идет, да, подъемная из лепесточков, я буду делать по 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Обязательно вводим крючок вместо вот соединения, то есть такую плотную часть. Следующее я провязываю 3 столбика. Здесь самое главное, это в принципе все произвольно делается, но самое главное, чтобы изделие не стягивалось, чтобы наш шов он позволял свободно нитки себя вести при носке, вот, и не подтягивал наверх. Потому что, я говорю, все-таки изделие достаточно ажурное, эластичное, и в процессе носки оно, конечно, может растягиваться. Если вот здесь мы будем очень плотно вязать, то у нас будет барить. И на месте соединения, конечно, это все будет очень видно. И вообще вот эти вот столбики, которые это без накида провязываю, видите, я их провязываю очень свободно. То есть для того, чтобы было движение. Перед тем, как вот перейти к соединению, я все детали обе, и спинку, и перед, выстирала и отпарила, потому что если просто отпарить, то этого может быть недостаточно. Все-таки нитка, она после стирки ведет себя совершенно по-другому. Это нужно обязательно делать. Увлажнять можно просто или там просто отпаривать в процессе вязания, когда необходимо понять, на какую высоту. Вот. А когда уже идет конечный, финальный такой вот момент, то здесь нужно все-таки делать именно со стиркой. Для проймы я оставила вот 3 элемента. 3 у меня получается достаточно такой свободный большой вырез, но с учетом того, что это пляжная туника, вот, я вяжу пляжную тунику, она, рукав все-таки должен быть свободным, потому что, чтобы не сковывались движения, не стеснялась во время носки. Вот. Если это кофточка или летняя туника, то, конечно, можно для проймы оставить и поменьше. Вот это прям с таким я сделала большим запасом. А вот, кстати, после стирки изделия у меня из 8 получилось элементов узора, да, в высоту. Получилось где-то почти. Соединила я 2 наши части, перед и спинку. И теперь нам еще нужно с вами соединить таким же швом линию плеча. У меня каждая полочка состоит из 3 раппортов. Я на линию плеча соединю по 2 раппорта и 1 оставлю на обвязку воротника. Вот, то есть точно так же в край в начало, значит, вводим крючок и такими же свободными столбиками без накида
провязываем линию плеча. После того, как я вот сейчас это все дело соединю, обязательно пойду отпарю изделие, и уже потом мы с вами начнем работать с каймой, с низом. Обработаем низ, обвяжем, и уже в следующей части видео разберем, как вязать пройму. Все, то есть вяжем вот до этого места соединения и аналогично вяжем второе плечо. И чуть выше колена. Учитывая, если еще у нас с вами будет и обвязка, да, то есть там кайма, то, наверное, прям по колено. Если вы хотите покороче, то вот закладывайте такую поправку. Это вот после стирки так вытянулся. Я в начале нашего видео предупреждала о том, что нитка очень эластичная и сильно вытягивается. Вот когда вот мы здесь детали соединяем, самое главное, чтобы вот эти вот такие рэперные точки нашего узора, они совпадали. То есть если вы вышли на обвязку, вот на эту, да, допустим, ну, чтобы перед и полочка совпадали. Если это какое-то вот здесь вот место соединения, ну, чтобы оно, соответственно, тоже совпадало. Потому что иначе будет перекос рисунка, и это будет очень некрасиво. Вообще, качество изделия всегда отличается именно по совпадению рисунок. Если это клетка, то клеточки должны быть вместе. Если это вот какой-то такой узор, то, соответственно, тоже все должно совпадать. Так вот мы с вами вяжем до конца ряда и переходим к соединению второй половинки по аналогичному принципу. Все, провязала, соединила я наши детали. Вот, и я вот поторопилась, нитку обрезала. В принципе, ее здесь можно было не обрезать со второй части, да, вот как соединились, и на месте шва вот здесь. Но ничего страшного, я ее заново провязала, и все, продолжим вязание. Теперь переходим к обвязке каймы низа. Для этого нам нужно с вами будет первый ряд провязать аналогично, как мы вязали в нашем узоре. Просто арочками, прям по кругу, арочками из 5 воздушных петель. Для этого сдвигаюсь в третий столбик, ну, чтобы у нас уже были полноценные, вот здесь вот последний и первый уже образовали полноценную арочку. Сдвигаюсь я, значит, в третий столбик, и отсюда уже начинаю вязать вот эти вот арочки. Закрепляемся над третьими столбиками. Вот этот узелок, его можно было избежать. Ну, ладно, как уже сделала, потом спрячем. Все, таким образом мы с вами вяжем весь ряд по кругу, вот такими вот арочками. Закончила вязание первого ряда, присоединила соединительным столбиком. И теперь для вязания второго ряда, второй ряд вяжется аналогично первому. Нам нужно с вами сдвинуться в середину первой арочки. Вот, и отсюда точно так же продолжить обвязку 1, 2, 3, 4, 5 арочками из 5 воздушных петель. Можете либо присоединяться к третьей воздушной петли, прям внутрь крючок заводить. Но я вот здесь решила делать просто подарочку, закрепляться, вот, потому что сама туника достаточно подвижная будет, вот, и я думаю, что никакой деформации здесь не вызовет рисунка. Вот. Точно так же, то есть у нас получается второй ряд вяжется аналогично первому, до конца ряда так вяжем. Так, начала я уже вязать третий ряд, он у нас вяжется следующим образом. Начинаем из 3 арочек, из 5 воздушных петель, то есть все так же, как обычно. Дальше мы останавливаемся, вот они у меня здесь провязаны, эти 3 арочки в начале уже.
А дальше мы с вами подходим вот к этому месту, вот где соединение было. Здесь нам нужно будет связать следующим образом. Вот эти вот две арочки, столбики с двумя накидами, распределить нужно будет по ним. То есть вяжем 3 столбика с двумя накидами в первую арочку. Четвертый столбик с двумя накидами провязываем вот в это место соединения. И еще 3 столбика с двумя накидами вяжем в следующую арочку. Так, и дальше повторяем наш узор. 3 арочки из 5 воздушных петель. И 7 столбиков с двумя накидами. Вот, то есть на этом так мы вяжем с вами до конца ряда. И на этом обвязка края уже заканчивается. В принципе, вот эта вот обвязка, она в большей степени нужна для того, чтобы выровнять край, сделать его более ровным. Но кто хочет, чтобы край был волнистый, потому что он тоже очень интересно смотрится, можно оставить так, и тогда вот эти вот 3 обвязочных ряда вообще не делать. Так, все, закрепляюсь я вот сюда, к месту, где я начинала вязать, в середину арочки, закрепляюсь. И на этом обвязка моего края закончена. Он стал более ровный. Все, обрезаю нить. В следующей части мы с вами уже перейдем к обвязыванию горловины. До новых встреч! Не забывайте подписываться на мой канал. Жду вас снова у себя в гостях. Пока-пока!